Трость в руках злодея – это одновременно символ его власти, элегантности и скрытой угрозы. Этот аксессуар, на первый взгляд безобидный, может намекать на многое – на опытные битвы, пережитые травмы или склонность к изощренной жестокости. Злодей с тростью – это человек, который уже прошел через страдания, но не сломался, а лишь стал сильнее и опаснее. Каждая его медленная уверенная походка подсказывает, что физическая слабость – это иллюзия, а настоящая сила скрыта под внешней оболочкой. Он не торопится действовать, но всегда контролирует ситуацию. Например, Доктор Хаус. Он не злодей, но точно не самый добрый персонаж. Или в Биошок Эндрю Райан. В Обливиане принц Даэдра Шеогарат. Внешне трость добавляет персонажу особую утонченность, подчеркивая его приверженность старомодным традициям. В кино и литературе она символизирует не только высокий статус, но и презрение ко всему современному, как будто демонстрируя, что злодей не просто живет вне времени, но и выше общепринятых норм морали. В XIX веке аристократы начали использовать трости как элегантную замену шпагам, ведь демонстрация оружия становилась неприемлемой в обществе эпохи Просвещения. Однако трость оставалась символом силы, способной подчинять и защищать. Подобная замена оружия говорит о хитрости и гибкости. Такие люди не просто сильны физически, но умны и готовы к любому повороту событий. Иногда трость играет роль скрытого оружия. В реальной истории существовали трости с клинками или полые трости, наполненные дробью или ртутью, чтобы усилить удар. Злодей с такой тростью всегда на шаг впереди. Он может нанести удар в самый неожиданный момент, притворяясь безобидным или немощным. В произведениях трости с клинком или отравленным лезвием символизируют готовность персонажа идти на крайние меры ради достижения цели. Например, в «Звездных войнах» трость императора Палпатина — это магический посох с планеты родины ситхов. Люциус Малфой из «Гарри Поттера», у него в трости спрятана волшебная палочка. Пингвин из фильма Тима Бёртона «Бэтмен возвращается» пользуется зонтом-тростью. Ридлер также носит трость символом персонажа. Образ злодея с тростью также ассоциируется с мифологическим и религиозным представлением. Хромота нередко связывается с дьяволом, который после изгнания с небес упал на землю и получил травму. Такую деталь часто используют, чтобы добавить злодею демонические черты, как физические, так и метафизические. Даже если персонаж не хромает, сам факт ношения трости намекает на его причастность к миру тьмы или аморальности, на скрытую разрушительную силу, которая прячется за внешним лоском. Например, в «Сердце ангела» Луис Сайфер носит трость и как бы намекает, кто он такой своим именем. Капитан Салазар из «Пиратов Карибского моря» также носит трость. Наконец, трость служит символом индивидуального стиля. Образ злодея с тростью отсылает к романтикам вроде Байрона, который сделал хромоту частью своей харизмы и статуса. В XIX веке это было не просто модным, а стало знаком индивидуальности и даже крутизны. Персонаж с тростью демонстрирует, что он не боится выделяться и идти против общественных ожиданий. Это подчеркивает его независимость и готовность играть по своим правилам, а не подчиняться нормам общества. В результате трость в руках злодея становится выражением его философии. Он действует хитро и утонченно, но при необходимости способен использовать силу. Быстро, точно и без жалости.